Приветствую, друзья! Вслед за успехом чисто динамических наушников DeFi в компании Knowledge Zenith решили выпустить аналогичную же модель, но в пластиковом корпусе и с арматурным излучателем, отвечающим исключительно за высокие частоты. Заявка у производителя была поистине феноменальной. В ней даже говорилось о конкуренции данной модели некоторым фирменным решением за $1000. Именно в этом, друзья, нам и предстоит с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали. Это КЗ Крила. Пришла модель в простенькой белой коробке, где отдельно отмечается, что это версия с переключателями. Ну и с обратной стороны имеем список из технических характеристик. Здесь стоит отметить, что это уже гибридное решение из одного динамика и одной балансной арматуры 395 с общим импедансом от 28 до 36 Ом и чувствительностью 106 дБ. Вот тут, на мой взгляд, закралась некоторая странность, поскольку у героев обзора нет переключателя, отвечающего за импеданс, а в характеристиках он все равно значится интервалом. В комплект нам положили инструкцию, скрепку для настройки, пенки и набор черных силиконовых амбушюр с насечками. Кабель здесь, как обычно, мусорного качества, в прозрачной оплетке и с сопротивлением на каждый из жил, равным примерно 1 Ому. Пользоваться всем этим, конечно же, можно, но я лично сразу заменил насадки на КБР-07, а кабель на ТРН Red Chain. В такой комплектации у наушников уже есть все шансы раскрыться, как говорят, на полную катушку. Сами чашечки получили пластиковую основу, а значит, они намного легче DeFi. Ну и благодаря полностью прозрачным стенкам сквозь них прекрасно виден тот самый 10-миллиметровый динамик с отверстием для компенсации, система настройки и маленький арматурный драйвер, расположенный внутри тоже пластикового звуковода. Внешняя же часть полностью копирует DeFi. Здесь у нас металлическая пластина с объемным рисунком и еще одним отверстием для вентиляции корпуса. Систему из 4 переключателей, как и полагается, вынесли на боковую поверхность, отчего модель тоненькой совсем не назовешь. Первых 3 переключателя, как и в случае DeFi, поднимают бас по 1 дБ. Ну а последний, по задумке производителя, должен опускать высокие частоты на 1,5 дБ вниз. Но лично в моем случае данный переключатель вообще не влияет на поведение ЧХ. Проверил и на левом, и на правом канале. Сидят наушники удобно, смотрятся солидно, да и звукоизоляция здесь на хорошем уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. А основные измерения проводил на базовой настройке. Это когда все переключатели вверх, где мы имеем достаточно вальяжный по скорости импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пиках, достигающие 0,55%, что очень достойно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ показывают стандартные уже значения, причем практически без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 4, 6,5, 7,5 или 10 дБ в зависимости от настройки. Переход на середину довольно пологий, а вот выделение области разборчивости идет в уровень с настройкой, в которой полностью активирован бас. Далее нам подсветили 8 кГц для усиления резкости звучания и пиками на 12, 16 и 19 кГц вернули в звук воздуха, а также подчеркнули различные перкуссионные моменты. Удивительно, но несмотря на заявление производителя, последний переключатель не делает здесь вообще ничего. То есть настройки 4 единицы и 3 единицы 0 полностью идентичны. Предполагалось, что им можно будет слегка успокоить высокие частоты, но, судя по всему, ничего у них не вышло. А так, первыми 3 переключателями можно тонко отрегулировать бас под собственные вкусовые предпочтения. В сравнении с DeFi у героев обзора, как видите, лучше выражена вся верхняя часть спектра и резче акцент на псевдодетализации. Симгод EVO 200 еще ближе к Крила, но и опять же еще ярче.
В общем, это все та же любимая многими хармоновская настройка с небольшими, но важными дополнениями. Относительно звучания новенькие Крила действительно очень напоминают те самые DeFi, но с заметным таким акцентом на высоких частотах. То есть, если в DeFi баланс был немного смещен в темную сторону, выделяя для нас вокал и усиливая его низкочастотными вибрациями, то в Героях обзора мы получили дополнительную такую ярчинку и подсвечивание всей верхней части диапазона. В этом, естественно, есть свой плюс, поскольку арматурный драйвер наделяет звучание прекрасным разрешением, отличными скоростными показателями и россыпью утонченных отзвуков перкуссии. Но, как это обычно бывает, по своей массе арматура существенно так не дотягивает до динамического драйвера, и создается эдакая ступенька или неоднородность в восприятии музыкального полотна. Не скажу, что здесь это критично, но верха можно было обыграть как-то иначе, немного успокоив их и выровняв демпфирование. А так получается ярковато, примерно как в небезызвестных EV200 от компании Simgod. Но там опять же эту самую яркость вытягивали при помощи динамического драйвера, а это уже совсем, друзья, другой коленкор. В эмоциональном плане у всех у них почти паритет. Они достаточно легки на раскачку, жанрово независимы и позволяют выжать из музыки все, что только было заложено в нее музыкантами. Верно, струнный и молодой женский вокал лучше всего подчеркнут более четкие и яркие EV200 и Крила. А вот глубокий мужской баритон, контрабас и какие-нибудь низкочастотные инструменты, сочнее и мелодичнее, прорисует DeFi. Плюс они не так сильно утомляют уши из-за меньшего количества высоких частот. Я слушал в них рок, джаз, фолк, много разной электроники, оркестровую и другую академическую музыку. И везде всего, прямо скажем, мне хватало. Согласен, далеко не топ, и с наушниками за условную $1000 Крила точно не перепутаешь, но как для своего ценового диапазона это действительно находка. И да, если говорить откровенно, то в своем сравнении с флагманами Knowledge Zenith намекала исключительно на свою достаточно универсальную и акустически оправданную настройку. В этом смысле многим решениям за те самые $1000 у КЗ реально есть чему поучиться. Бас тут четкий, текстурный, но почти полностью затененный верхней половиной спектра. То есть та сочность и мелодика, что лично мне очень полюбилась в DeFi, здесь прямо-таки еле ощущается и работает едва ли не на уровне подсознания. Недостатка, как вы уже поняли, нет. Хватает и глубины, и массы, но все это присутствует как бы номинально, то есть на втором плане. Аналогичные заключения можно сделать и о нижней части средней частот. Вокал радует своей динамикой и четкостью, но эффектность как таковая стала практически недоступна. Возможно, именно для этих целей планировался тот самый 4-й переключатель, дабы убрать это доминирование и смещение баланса в светлую сторону. Но, увы, в моем экземпляре данная возможность не реализована. Зато все, что касается высоких частот, перкуссий, скорости и эдакой утонченности, дается Крила крайне впечатляюще. Это действительно прекрасный вариант для тех, кому DeFi показались темноваты и слишком уж жирненькими по характеру. Simgod EV200, как я уже сказал, еще светлее, но там это приятная динамическая яркость, то есть с объемом, глубиной и акустически правильной массой. В остальном же у Крила очень достойная выразительность, неплохая мелодика, есть возможность подогнать бас под свои личные нужды, прекрасная передача различных мелких нюансов и акцентированные, но относительно безопасные верха. Ничего там не сверлит, не режет и не сыпет. Да, можно было сделать и лучше, кстати, попробуйте матерчатые наклейки на звуковод. Однако вот прямо претензий у меня как таковых нет. Отлично, но есть над чем еще немного поработать. В своем же сегменте модель действительно шикарная. Все, что нужно есть, и находится, как говорится, на своих законных местах.
Итогом динамические наушники КЗ Крилла удобно сидят. Не зря им немного уменьшили вес. Насадки и кабель, естественно, сразу на помойку. А вот в плане настройки и непосредственно звучания это, конечно, маленький шедевр. Им удалось сохранить всю ту сочность, объем и мелодику, чем так славятся DeFi, и приправить все это светлыми арматурными верхами. Да, чуток перестарались с акцентами, из-за чего баланс получился слегка сдвинутым в светлую сторону, но зато все четко, быстро и динамично. Тем, кто ценит в первую очередь скорость и разрешение, такое обязательно должно понравиться. Ну а мне больше зашла глубина и насыщенность стареньких DeFi. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники КЗ Крилла. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!